Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Я снова с вами, ваша Елена, на нашем Таро-канале Таро Мания. Подсказка судьбы. Итак, сегодняшний расклад на тему, что между нами будет, да, что будет между нами, какие перспективы, к чему идут отношения, вообще есть ли перспектива, стоит ли ждать вам этого партнера или нет, на что-то надеяться, да. Ну что, давайте смотреть. Думайте сейчас о мужчине, представляйте, визуализируйте его как можно максимальнее. Итак, посмотрим сначала характеристику мужчины и характеристику вас в отношениях. То есть он в отношениях, вы в отношениях. Ищем карту бланку мужчины. Так, он тут сразу вышел буквально. Угу. Двойственность, двойственность. Сейчас он в паузе, здесь, скорее всего, он бездействует, пытается мудро принять какое-то решение. Переживает, сердце у него разбито, да, сердце разбито. Судьба меняется, вы знаете, не может выйти из каких-то ограничений, хотя понимает, что пора уже менять судьбу, пора уже как-то, знаете, принимать уже то, что приводит к переменам, а он почему-то держится за прошлое. Сижу в своей зоне комфорта, да, и боюсь. То есть, понимаете, король кубков в этой ситуации, вот его характеристика, и паж мечей, говорит о том, что боюсь себе навредить, боюсь сделать то, что, может быть, мне потом не понравится, боюсь, на самом деле, совершить какие-то шаги, которые меня разрушат, да, потом, на самом деле, да, не дадут мне того, о чем я мечтаю. У кого-то мужчина должен выйти из каких-то токсичных отношений, да, может закончить уже то, что исчерпало себя, перейти на новый уровень. У кого-то, наоборот, мужчина должен принять решение по поводу перевода этих отношений на новый уровень. А мужчина нет, он у нас в паузе. Он у нас в паузе, он у нас в депрессии, все плохо, все не так, как я хочу, зачем мне это все надо, да зачем эти перемены, да кому они нужны, да. То есть мужчине уж явно перемены не нужны. Вот он бы хотел на самом деле, да, или усидеть на двух стульях, или развивать ситуацию так, как ему нравится. То есть очень для многих может проиграться то, что мужчина просто-напросто желает сохранить свою независимость, не брать ответственность, но в то же время получать любовь, чувства, эмоции, чтобы в него вкладывались, чтобы желания его исполнялись, ну, наполняться энергетикой другого человека, при этом может быть, да, сохраняя свою. То есть не хочу брать ответственность, не хочу что-то менять. Я хочу попажу, а попажу мне очень нравится. Почему? Потому что здесь, как говорится, как с гуся вода, да, то есть никто от меня ничего не требует. Давайте вас искать, посмотрим, вы в этих отношениях. Мгм. А вот вы. Ну и вы тут быстренько выбежали, да? То есть здесь я не вижу, что партнеры далеко, как говорится, да, убежали друг от друга, но в принципе я вижу, что здесь бездействие, что здесь отношения не развиваются. А почему? Да потому что вы хотите короля жезлов, вы хотите колесницу, вы хотите праздник на своей улице, вы хотите уже стабильности, успеха в отношении, вы хотите продвижения, чтобы мужчина наконец поставил точку на прошлом и уже пошел в будущее, да, но чтобы он пошел лидером. В голове у вас тут справедливость. Королева Пентаклей говорит о том, что я хочу строить планы на будущее, и чтобы эти планы были успешные. То есть не так, что я, как говорится, да, впустую вкладываю свою энергию. Но пока, видите, у вас тут двойственность, не доложила карту. Двойственность почему? Потому что мужчина не принимает решения. Здесь у нас двойка мечей. Боитесь, что не добьетесь от того, о чем мечтаете. Двойка жезлов бездействие. Почему? Потому что бездействие со стороны мужчины. Мужчина тут сидит, у нас тут доказывает свою точку зрения, но при этом, да, ведет себя как паж. Еще одна ситуация может быть на самом деле треугольник со стороны женщины. То есть у женщины может быть двое мужчин. У нее есть стабильный брак, у нее есть любовник, да. Мужчине поднадоело быть в тайных отношениях. Мужчине надоел этот треугольник, и ему надоела эта двойственность. Смотрите, у вас выпали, да, все практически, да, карты двойственности.
Ну да, и справедливость тоже, кстати, между прочим, говорит о том, что взвешиваем или делим с кем-то, да. То есть один из партнеров недоволен тем, что ему приходится или делить партнера с кем-то, может, мужчина делит вас, или на самом деле, что кто-то из партнеров не решается на более серьезный шаг. Почему? Потому что считает, что здесь человек проигрывает. Почему? Потому что вкладывается в то, что пустое. То есть просто удовольствие, просто наслаждение мне не нужны, говорит женщина, скорее всего, здесь. И, конечно же, пытается все-таки отстоять свою точку зрения, пытается надавить или донести до партнера, что она хочет. Но здесь явно ситуация должна измениться. Но один из партнеров здесь явно не меняется, да. И я еще раз могу повторить вам, что здесь может проиграться, что у женщины есть двое мужчин. То есть брак и легкие отношения, тайные отношения. Мужчину это, скорее всего, не устраивает. Или он настаивает на разводе, а вы боитесь перемен, вы не хотите перемен, да? Ну, или же вы хотите, чтобы мужчина здесь от чего-то освободился. У мужчины два варианта. Или же брак, или же просто отношение к жизни по-легкому. Да, то есть пока он тут у нас в короле кубков. Ну, хорошо, давайте смотреть дальше. Что между нами, да, ваше будущее, тема-то расклада у нас. Что дальше будет, да, между вами? Ситуацию здесь и сейчас мы рассмотрели. Давайте посмотрим ваше будущее отношения вообще. Как отношения будут складываться, будут ли вообще они складываться. Ну и вообще, на что вам надеяться, конечно же. Так. Смотрим, что мужчина сейчас думает о вас. Давайте посмотрим его мысли вообще о вас и о ваших отношениях. Так, ну вы знаете, здесь он явно считает, что какое-то новое направление привело ваши отношения, скорее всего, к проблемным отношениям. То есть он считает, что было все хорошо, все прекрасно, вот вы тут решили что-то изменить, да, и вот на тебе вот эти проблемы. Все запутано, все неясно, хотя желание встречаться с вами, наслаждаться вами, по пажу кубков у него есть. То есть человек испытывает здесь чувства, но сейчас эти чувства запутанные. То есть мужчина боится попасть в иллюзии, мужчина боится ошибиться, мужчина боится сделать неправильный выбор, да, то есть на самом деле сделать то, что потом заставит его страдать. Но мечтает о вас, мечтает. Вы для него, понимаете, женщина по девятке пентаклей, это когда такой ценный подарок, который мне дала судьба, я не хочу упускать. То есть упускать он вас явно не хочет. Почему? Потому что сравнив, может быть, там с другими женщинами, но не обязательно прямо здесь и сейчас. Нет. У человека, конечно, был опыт уже в прошлом, да, с другими женщинами. Он понимает, что вы ценная женщина, что такой женщины, как вы, ему, скорее всего, не найти. Да, скучает очень сильно, тоскует. Вы знаете, прям днем и ночью он сидит, думает, как бы мне на самом деле наладить отношения, как бы мне помириться, как бы мне решить этот конфликт. Особенно, когда засыпает, особенно, когда ложится в постель, да, по вечерам, вот ваш образ стоит у него постоянно в голове. Но в то же время мужчина, чем больше думает о вас, тем больше он находится в запутанной ситуации. То есть, понимаете, в каких-то иллюзиях он в каких-то, вы знаете, воздушных замках. Здесь мужчина вот как будто бы не может, видите, по пажу, вот не может в реальности посмотреть в глаза. То есть здесь такое ощущение, как будто бы, да, у вас уже есть какие-то цели, приоритеты, или вы более такой разумный, более мудрый человек. А мужчина как будто еще не дозрел. Вот есть какая-то инфантильность, которая его тормозит. То есть я, с одной стороны, хочу быть магом, я хочу управлять этой ситуацией. А вот как это сделать, я не знаю. Ведь это нужно на самом деле, да, как-то активничать, а мужчина не может этого сделать, по крайней мере сейчас. Но он безумно тоскует. Без вас он безумно тоскует. Смотрите, пятерка кубков, паж кубков, семерка кубков и луна говорит о том, что чувство явно здесь есть. Вот чувство здесь явно есть. Ну, давайте тогда посмотрим, насколько сильны эти чувства.
какие они глубокие, искренние, сильные, да, то есть иногда мы ради чувств можем пойти на что-то, а иногда бывает, что чувства, ну, в принципе, у нас под контролем. Давайте посмотрим его чувства. Его чувства, ну, как женщине яркой, то есть, понимаете, оценка здесь, оценка вот вас, что она достойна быть рядом со мной. То есть вот такую яркую женщину я хочу иметь рядом с собой. То есть, понимаете, здесь рыцарь жезлов. Это когда есть и страсть, и желание, и вы его подталкиваете куда-то. Может быть, вы его заряжаете, вдохновляете. То есть, знаете, иногда очень тяжело нам в жизни найти людей, которые бы нас вдохновляли. Или направляли, да, или давали вот именно какую-то прочность или опору для того, чтобы мы действовали. Вот рядом с вами он как будто жить начинает. Чувства. Ну да, здесь есть чувства, здесь однозначно стабильное чувство. То есть, понимаете, по десятке пентаклей это когда они уже пустили корни. То есть это не так поверхностно, да, что вот сегодня есть чувства, завтра я про них забыл, послезавтра вообще не вспоминаю. Нет, это постоянные, цикличные чувства, которые не дают ему покоя. То есть, понимаете, по десятке пентаклей это когда я каждый день думаю о женщине. Мы смотрим сейчас чувства. Ну да, вы королева кубков. Явно чувство есть. Явно чувство есть. Явно мужчина здесь испытывает эмоции. И, кстати, между прочим, эти эмоции заставляют его поменять свой образ жизни. Что-то может даже изменить, по-другому посмотреть на что-то. Может даже где-то поменять свою точку зрения, на что-то решиться. То есть, понимаете, вы его заставили трансформироваться. Если раньше он и не задумывался о том, чтобы что-то поменять в своей жизни, скорее всего, сейчас он об этом задумывается. Да. Вы знаете, благодаря этим чувствам мужчина строит планы на будущее. Вы для него звезда, звезда, которую он хочет на самом деле притянуть к себе. И здесь я вам сразу говорю, ну, обычно звезда – это планы на будущее, это то, что мы на самом деле планируем. А вы знаете, в будущем он планирует быть с вами. Что бы ни случилось, как бы ни развивались ваши отношения здесь и сейчас, именно чувства подталкивают его строить планы и достаточно стабильные. Может быть, он еще, да, и тройка пентаклей, то же самое нам говорит. Кстати, звезда – это искренние чувства. То есть это эмоции не наигранные. То есть мужчина здесь уже осознал искренность чувств. Если раньше он и строил отношения, может быть, да, как-то полагаясь на какие-то свои импульсы, да, раньше он, может быть, был управляемый своими желаниями и не понимал, какие чувства у него. Сейчас он их прекрасно осознает. Да, вы знаете, без вас он в отшельнике, он одинок. Кто бы его ни окружал, что бы его ни окружало, он одинок без вас. Ему без вас очень тоскливо, ему без вас очень плохо. И вы знаете, осознание, вот осознание, что да, есть чувства, да, есть эмоции, и я хочу наслаждаться ими. Но пока почему-то мужчина не готов прям действовать, почему-то он сейчас только планирует. Ладно. Что будет между вами? Ну, давайте посмотрим, что же будет между вами все-таки. Что будет между вами? Так, обман, двойка, чувства, эмоции, понятно. Ну, смотрите, единственный обман, какой я здесь вижу, если вы рассчитываете на быстрое развитие отношений, нет. Здесь мужчина также медленно будет идти к цели, но он будет идти к цели. Да, здесь будет принятие решения, но не так быстро, как вы хотели. Все-таки будет он хитрить, все-таки он будет увиливать от ответственности. Хотя двойка кубков, туз кубков говорит о том, что в чувствах он вам раскроется, откроется. Скорее всего, признается, скажет на самом деле, что он хочет от вас. Но вот принимать решение окончательное, да, он будет очень медленно. Если мужчине нужно освободиться от чего-то, он будет это делать медленно. То есть здесь единственное, что не обманывайте себя на быстрый успех. То есть не стройте планы по поводу того, что все решится очень быстро. Нет. Здесь отношения, которые будут, ну, скорее всего, еще сталкиваться с какими-то препятствиями, с какими-то, может быть, ситуациями тупика, да, когда подвешиваться будут отношения. Но, скорее всего, вам нужно будет проявить именно, знаете, такую силу воли.
Силу воли и, конечно же, направить человека на в нужное вам направление. Хорошо, а какие его действия? Здесь будет перспектива, сразу говорю, перспектива здесь будет. Здесь вы будете вместе, здесь вы построите что-то стабильное, но не так быстро, не так сразу. Еще что будет между вами? Угу. Ну, будет он действовать, будет. Все-таки пойдет он на то, чтобы... Ну, видите, опять. Здесь ситуация, где он свой образ жизни менять будет очень медленно. То есть все-таки мужчина будет переводить отношения на новый уровень, он будет избавляться от каких-то привязанностей, он будет избавляться от чего-то, что его тяготит, но он это будет очень делать медленно, не спеша. То есть мужчина у нас тут не спешит вообще никуда. То есть это вам, может быть, да, не терпится, а мужчина у нас нет, он не включает у нас короля жезлов. То есть он вроде бы, да, что-то совершает быстро вначале, потом он опять подвешивает ситуацию, потом он опять думает, но, конечно же, да. Вы будете вместе, явно здесь у нас вы по энергетике схожи, вы будете привлекать друг друга, вы будете пытаться все-таки наладить отношения, но единственное, что какой-то период еще вам придется быть в тайных отношениях. Или же вскроются какие-то тайные, конечно же, ситуации, которые будут тормозить эти отношения. Почему башня? Да, да, башня здесь будет касаться того, что к стабильности вы будете идти через препятствия. Отношения кармические. Смотрите, видите, туз пентаклей-то вы возьмете в руки, но через какие проблемы, да, то есть это будут и конфликты, и скандалы, и то, что еще будет на самом деле, может быть, влазить кто-то, советовать кто-то. То есть человек здесь, понимаете, он такой, слушает советы, он слушает, когда его направляют куда-то. Может быть, если у него здесь семья, то имейте в виду, что здесь не так легко женщина откажется от него. То есть за него еще кто-то бороться будет. Если он в каких-то других отношениях здесь, на самом деле, возможно, его будут возвращать обратно. Поэтому я вам говорю, ваши отношения, может, он сам будет возвращаться, может быть, вот эта двойственность, да, правильно ли я сделала или неправильно. Нужно было мне избавляться от этого или не нужно, да, то есть, ну, видите, туз-то пентакли, он у нас идет, вот он у нас, видите, какой он у нас прекрасный, да, то есть вот он, судьба-то вам его протянет, но вот видите, через шестерочку, через шестерку мечей, переживания и так далее. Ладно, давайте тогда посмотрим все-таки его действия в ближайшее время, вот здесь и сейчас, вот как он будет действовать, но в течение недели. Давайте в течение недели. Угу. Ой, две карты выпали. Смотрите, действия здесь будут. Я вам сразу могу сказать, действия. Но понимаете, здесь действия. Вот если мужчина в браке, то имейте в виду, мужчина будет подстраиваться под ситуацию в браке. То есть, если он там накосячил, его поймали, то он сейчас под контролем. Я не вижу здесь таких действий, чтобы, вот знаете, легко и просто он приехал, да, и с вами встретился. Нет. Здесь может человек позвонить, да, как-то появиться, объявиться, но, понимаете, по восьмерке жезлов. Как влетел, так и вылетел. Очень быстро пришел, очень быстро появился, как-то быстро о чем-то поговорили, договорились, опять ушел, да? То есть опять нужно время. То есть человек как будто бы пытается вас себе расположить, но при этом он не меняет кардинально свою судьбу. Если мужчина тут у нас свободен, вы прекрасно знаете, что у вас нет каких-то третьих лиц, то имейте в виду, что здесь мужчина, он появится, но, понимаете, он вам даст надежду на то, что да, я готов сделать из тебя королеву Пентакли, и я готов на брак. Но мне надо решить сначала какие-то проблемы.
То есть ясно, да, что он найдет причину, чтобы не делать это здесь и сейчас. Вроде я хочу, вроде бы я готов, да, я согласен, но не сейчас. Давай подождем, на это нужно время. То есть вот мужчина придет именно с таким предложением. Ну, во-первых, конечно, да, вернуть ему хочется вас явно, расположить к себе явно. Здесь явно вы будете довольны тем, что он пришел, с одной стороны. Почему? Потому что очень активно будет проявляться. И даже, знаете, вот прям даст такую надежду на будущее, что тяжело будет отказаться. Но я вам сразу говорю, семерка мечей, помните, выходила? Вроде бы как и с чувствами, вроде бы и с признанием, вроде бы и с любовью, да, но опять что-то не так. То есть мужчина здесь не будет развивать отношения именно в те сроки, которые вы себе поставили. Здесь придется потерпеть и, как говорится, набраться терпения, если вам этот человек дорог. Как бы маленькими шагами он будет что-то предпринимать, но не так быстро. Хорошо, и что будет после его действий? Ну, вы помиритесь явно, да, помиритесь. Ну, император возьмет всю ситуацию в свои руки. Ага, ну опять, понимаете, опять вот здесь. Опять куча причин, опять заставит вас переживать. Почему? Потому что, ну вот этого результата, кроме как наслаждения, ничего не получили. Еще здесь ситуация, еще раз повторяю, если вы в браке, он будет настаивать на том, чтобы вы разводились. И для вас это будет очередной головной болью. Короче, его появление, его действия в ближайшее время вызовут у вас опять волнение, опять головную боль, опять страхи, опять то, что мне нужно делать в этих отношениях, нужны ли они мне, нет, сомнения и так далее. Почему? Потому что, ну вот не будет вот этого пентакля, ну не будет стабильности, не будет прочности, которую мужчина решит, которую вы хотели, да, от мужчины, ну не будет. Что вам делать? Давайте посмотрим. Хотя мужчина идет и с чувствами, и со страстью, и с обещаниями, и как-то даже что-то изменится в нем, да, тут есть и духовность. Но вот опять, да, давай подождем. Вот перекладывание на потом. Здесь мужчина, наверное, завтраки хорошо готовит, да? То есть постоянно завтраками кормит. Да, что вам делать в этой ситуации? Ну, если вы будете на самом деле так серьезно к этому относиться и надеяться прям на результат здесь и сейчас, скорее всего, вы будете разочарованы. Здесь или просто отпустите ситуацию, не накручивайте себя. Наберитесь терпения, да, почему? Потому что, ну, вы можете прийти, но не сейчас, то есть у вас будет справедливость, но не сейчас. Здесь нужно или просто терпеть и ждать, когда все-таки он тут разродится, да, почему? Потому что чем больше мужчину подталкиваешь, тем больше он артачится. Вот у него такая манера поведения. Ну, не люблю я, когда меня толкают. Поэтому здесь или набираетесь терпения и на самом деле ждете, когда он сам тут все решит и постановит, или же просто-напросто идете искать себе справедливые, нормальные отношения и, как говорится, уже осознаете, что мужчина здесь будет идти к цели, ну, где-то год-полтора, не раньше. Ну да. Ну, в принципе, как любовник он вам подходит, как мужчина для любви, для наслаждения, для радости. В принципе, он подходит. Но вот единственное, что видите, принятие решения ему дается очень тяжело, очень медлительный, очень медлительный. Поэтому вы должны быть к этому готовы. Если вы будете себя кормить надеждой, что мужчина там в ближайшие 2-3 месяца поменяет все в ваших отношениях, нет. Тогда сразу ставьте точку, идите в новое, да. Но если вы готовы ждать, в принципе, то почему бы и нет. Если брак, например, для вас не так важен, или, например, да, там какая-то ситуация, она может быть подождать, но здесь уже вам решать. Принимайте решение самостоятельно. Вообще человек любит вас, готов делать, но не так быстро. Ну что, удачи вам, всего вам самого хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на этот канал. Я, как всегда, с вами, ваша Елена. Мы встретимся обязательно в новых видео. Пока-пока.